Всем привет! Сегодня САУ Ягд-Пантера, тяжелая по массе самоходная артиллерийская установка класса истребителей танков времен Второй мировой войны. Сконструирован на базе танка Пантера, являлся самым эффективным немецким истребителем танков. В ВТПТ САУ удачно сочетается хорошая броневая защита, подвижность, огневая мощь, а из недостатков можно выделить невысокую механическую надежность и относительно тонкую бортовую броню. Постоянные поиски оптимальной конструкции противотанковой самоходной установки долгое время не давали покоя командованию и немецким инженерам. Вариации на тему самоходок, разработанных на базе танков Панцер-3 и Панцер-4, были в какой-то мере вынужденные, полностью отвечающие все возрастающим требованиям. Имея в своем арсенале отлично себя зарекомендовавшие 88-мм зенитные орудия, были попытки установить это орудие на различные шасси. Так появились САУ Фердинанд и САУ Насхорн. Очередной вариацией установки 88-мм орудия на шасси танка было принято на совещании 3 августа 1942 года, когда было принято решение установить на шасси среднего танка Пантера, тогда существовавшего еще в виде прототипа, данное орудие калибром 88 мм. Сначала работу поручили фирмы Круп, специалисты которых к сентябрю сделали макет в масштабе 1 к 10, а к январю 1943 года планировали завершить проектирование. Однако 15 октября основную часть проекта передали фирме Daimler-Benz, причем точных технических требований тогда просто не существовало. Финальная фаза проектирования проводилась в сотрудничестве с специалистами фирмы МИАК, на производственных мощностях которой предстояло развернуть серийное производство самоходок. Первый образец, очень нужный для фронта машины, который получил обозначение Ягд-Пантер, был продемонстрирован Гитлеру лишь 20 октября 1943 года и тут же получил его одобрение. На оставшийся практически неизменный корпус танка Пантера была установлена бронерубка, и в нее помещено 88-мм орудие. Поскольку угол горизонтального наведения был частично ограничен, но при отличной системе управления самоходка могла легко разворачиваться и обеспечивать высокую точность наведения орудия на цель. По своим характеристикам орудие, которое устанавливалось на Ягд-Пантеру, превосходило все танковые орудия союзников. Аналогичная пушка устанавливалась лишь на тяжелый танк Тигр-2. Бронебойные снаряды данной пушки на дистанции в 1 км пробивали броню толщиной 193 мм. Первые САУ начали поступать в части вермахта в феврале 1944 года. Первые серийные Ягд-Пантеры стали поступать на вооружение вермахта весной 1944 года, а боевое крещение состоялось 30 июня в районе Лелёжа, где немцы подбили 11 британских пехотных танков «Черчилль». Но при выходе из Фалесского котла было потеряно много машин, и по этой причине подразделение было отправлено на переформирование. Наиболее массово самоходки применялись в Арденнах. Тогда в составе различных частей и в составе батальонов истребителей танков было задействовано не менее 56 машин данного типа. На Восточном фронте Ягд-Пантеры появились только с января 1945 года. Этими самоходками были вооружены 2 батальона, которые ранее воевали на Насхорнах и имели большой боевой опыт. А наиболее массово данный ПТ САУ используется во время боев под озером Балатон и при обороне Вены.
Тогда большинство САУ входило в состав наспех сколоченных соединений СС. ПТ САУ применялись наряду с танками, а нередко просто заменяли их во вновь созданных соединениях. Первоначально считалось, что промышленность Германии сможет обеспечить до 150 машин в месяц, но постоянные бомбежки и отданный приоритет производству считавшегося лучшим танка «Пантера» привело к тому, что всего было выпущено, по разным данным, от 392 до 413 САУ «Ягд-Пантера». Корпус самоходки сваривался из стальных прокатанных плит, а масса была 17 тонн. Стенки корпуса были расположены под различными углами наклона, а также соединения дополнительно усиливались пазами и шпунтами. Лоб корпуса имел бронирование 80 мм и располагался под углом 55 градусов. Борта рубки имели бронирование в 50 мм и располагались под углом 30 градусов. Центральную часть корпуса занимала казенная часть 88 мм орудия. Здесь же находились члены экипажа, наводчик, заряжающий, командир. В задней части был расположен люк, который служил для выброса отстрелянных гильз, эвакуации экипажа, демонтажа орудия. В задней части корпуса находилось двигательное отделение, отгороженное от боевого противопожарной переборкой. От своего прародителя, среднего танка «Пантера», Ягд-Пантера получил в наследство исключительно плавность хода. Катки были расположены в шахматном порядке. Это распределяло лучшую нагрузку на грунт, но при обслуживании какого-то внутреннего катка это создавало дополнительную сложность. Также имело большую массу. 88 миллиметровое орудие имело в своем боекомплекте подкалиберные, а также осколочно-фугасные снаряды. Использование самоходки в армии других стран имело очень ограниченный характер. Несколько восстановленных и захваченных в виде трофеев машин воевал на стороне союзников и советской армии. Единичные экземпляры также были отправлены для испытаний в Великобританию, США и СССР. После завершения войны значительное количество Ягд-Пантер в различном состоянии осталось на территории Франции. После капитального ремонта их приняли на вооружение французской армии и эксплуатировали до конца 40-х годов. К настоящему времени сохранилось 10 Ягд-Пантер, из которых одна в ходовом состоянии находится в музее бронетанковой техники в подмосковной Кубинке.